Всем привет! Сегодня у нас расклады для тех, кто вчера оставил обратную связь. Почему так? Я вам еще раз объясню. Чтобы вам расклады резонировали, я должен знать о вашем существовании. Поэтому оставляйте обратную связь, если хотите, чтобы вам расклады резонировали. И еще раз предупрежу, что важнее, чем комментарий. Здесь расклады правдивые. Я знаю, как у девушек, у женщин, у всех у женского пола работает. Вы приходите с работы, вы хотите послушать интересный расклад, где вам желают счастья, где говорят, что там мужик сейчас за дверь постучится, 1 000 000 алых роз и $1 000 000 принесет. Это так не работает. 99% женщин, которые смотрят расклады на Ютубе, они привыкли к раскладам людей, которые расклады не умеют делать. Вот как бы это ни звучало, как сказать, плохо, но это так. Потому что Таро, вот не осквернили, а вот как сказать, Таро сделали способом, чтобы набирать подписчиков, вот это все, чтобы вы записывались на личные расклады. Но чтобы вы записывались на личные расклады, вам таролог должен понравиться. И, соответственно, что делает большинство тарологов? Ссут вам в уши. Чтобы понравиться, да, там, мужик, все у тебя хорошо, а вы... Вот со времени ковида очень много якобы тарологов появилось. Я себя тарологом не называю, сразу говорю, я не таролог. Я знаю карты, я умею их читать, знаю значения, но назвать себя тарологом, даже Аня говорила, что ей самой себя стыдно тарологом называть. А вот эти одну книжку прочитают про таро, да, БК, и говорят, я таролог. Если ты таролог, ты хотя бы там раза 3 арканы проживи. Все. А не только старшие где-то там у Гальки в подвале. Или книжку одну прочитать, все сразу, я таролог, а то и вообще я ведьма. И, блин, я не могу аж. Аж смешно становится. Поэтому... Сразу говорю, я не таролог, я знаю карты, я знаю, как сказать, трактовки колод. Я арканы раза 3 проживал, и на основе этого я читаю карты без желания вам понравится, но с желанием, чтобы какая-нибудь гадина-таролог, которая вам нассала в уши, что вот этот мужик, которого ты 5 лет не видишь, а он тебя любит, ты его жди. Я не буду так говорить, потому что я хочу мое личное желание. Вот помочь тебе, глазки твои открыть, розовые очки с тебя снять, посмотреть на жизнь не через... лапшу на уши от сладких тарологов, а реальность. Поэтому карты, что означают, то я и говорю без желания вам понравится. Мне не нужно, чтобы ты на меня подписывался. Да, я иногда на автопилоте говорю, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик. Единственное, что я хочу, чтобы ты помнила, что я рядом, и чтобы я рядом не был для тебя как ангелочком, а как старый дед, который максимально злой и с крапивой стоит, если ты еще раз посмотришь на мудаков на первом свидании, которые тебе в уши ссут. Понимаешь меня? Надеюсь, мы друг друга услышали. Здесь настоящие расклады. Без желания лайков, дизлайков. Мне единственное приятно, когда вы обратную связь оставляете. Подписываться, не подписываться, это решать вам.
Манипулировать этим я не буду. Единственное, я должен знать, что вы вообще существуете, потому что кто постоянно комментарии оставляет, им только расклады резонируют. Я же должен знать о вашем существовании, чтобы вам делать расклад. Настраиваюсь на тех, кого вижу, так скажем. То есть это проживающие арканы, я имею в виду, люди, которые обратную связь оставляют и так далее. То есть которых я вижу на канале. Итак, давайте, а то я заболтался уже, давайте начнем наш расклад. Единички. Сигнификация, что сейчас в твоей жизни происходит. Ну, знаешь, ты как... Вот знаешь, видела ли ты когда-нибудь янтарь, камень такой? Чтобы ты понимала, если ты не знаешь, это древняя смола, которая уже так застыла и уже окаменела, и она превратилась в камень под названием янтарь. И вот когда вот эта смола вытекала, мушки и вот эта прочая живность, да, оно застывало. То есть в янтаре можно увидеть древних насекомых. Так вот, ты вот эта муха в янтаре сейчас. Красиво блестишь, но нахрен никому не нужна. Вот ты сейчас сидишь в полной жопе, потому что ты уперлась рогом в стенку и не хочешь признавать, что твоя жертвенность – это просто трусость. Ты вроде бы висишь вниз головой, да, ждешь озарения, но на самом деле ты тупо боишься пошевелиться. А еще, знаешь, вот вокруг воняет. Воняет гнильцой. Либо ты сама накосячила, либо тебя, как говорится, простыми словами, нагло поимели в какой-то ситуации. Но вместо того, чтобы дать сдачи, как я всем говорю, вот все пираты, да, я их так называю, кто аркана проживает, они для меня пираты. Это люди, которые хотят свою жизнь менять, хотят под парусами, полный вперед и йо-хо-хо и бутылка рома. А ты предпочла страдать молча. Все тлен, все козлы, а ты разгребаешь последствия, как никчемный человек. И понимаешь, в чем прикол? Ты сама создала этот цирк. Твое упрямство, твое нежелание отпустить вот эту ситуацию, вот эта обида детская, типа, знаешь, они все неправы. Вот это и есть твоя клетка. Ты думаешь, что ты героически терпишь, а по факту ты просто боишься выйти из своей зоны комфорта. Да, даже вот эта вонючая лужа – это твой комфорт, потому что ты к ней привыкла, вот это твое болото вонючее. И пока ты корчишь из себя мученицу, жизнь мимо проходит. Запомни, висишь ты не потому, что тебя кто-то подвесит, а потому что ты сама зацепилась за эту ветку и боишься разжать свои лапки. Какой сюрприз тебе Вселенная готовит? Неожиданные события. Чемоданы готовь. Сразу говорю, чемоданы готовь. Вселенная тебе не букет цветов подкинет. Она подкинет тебе пинок под жопу. Да такой, что ты полетишь аж в соседний город. Знаешь, ты слишком долго отбивалась от всех палкой. Типа, я сама, мне никто не нужен, я все контролирую, вся моя жизнь вот в этом кулаке. И вот теперь тебе устроят принудительный отдых от этой всей херни. А сюрприз будет как душ холодный. Этот душ забыл, как называется, такой вот контрастный душ. Есть же Шарко, что ли? Шарко вроде, да.
То есть тебя внезапно выдернут из твоего болота, засунут в какой-то новый проект, может даже переезд, может работа другая. И ты сначала будешь орать, что тебе это вот нахрен не упало. Но знаешь, что самое смешное? Это окажется самым лучшим вариантом. Вся твоя крепость, которую ты яростно сейчас охраняешь, на самом деле была тюрьмой. И вот этот якобы ужасный переезд, вот эта перемена, это единственный способ будет выжить. Ты упираться будешь, там плакать, кричать, что не готова, но тебя все равно толканут в эту лодку. И знаешь, что самое интересное? Там вот, на другом берегу, тебя ждет не рай, но хотя бы нормальная земля под ногами вместо твоего болота. Что делать, зная все это? Хватит ныть. Хватит реветь над вот этим разлитым молоком. Ты как пьяный у ларька. Сидишь, смотришь на 3 пустых стакана. А это твои прошлые косяки, 1 стакан, 2 стакан обиды, 3 стакан упущенные шансы. И ноешь. Жизнь не удалась. Жизнь говно. Так вот, подними свою попку прекрасную и посмотри, кто уже рядом стоит с полным кувшином. А это мужчина, который тебе или друг, или любовник. Ну или просто там адекватный мужик, и он давно тебе рукой машет. Иди сюда, я тебе из кувшинчика своего налью. Твоя задача — перестать быть упрямой и наконец-то принять помощь. Я знаю, что ты не любишь просить. Тебе стыдно слабость показать, но сейчас не до гордости. Вот этот человек, этот мужчина, это твой спасательный круг. И если ты его проигнорируешь, ты утонешь в своем нытье. Перестань видеть только плохое. Перестань копаться в том, что уже не исправить. Понимаешь? Возьми то, что тебе он предложит, этот мужчина, и дальше иди. И это не про вот это: ой, может, я попробую, а может, я не попробую, ой, я стесняюсь, ой, я вот это все. Это про то, что возьми себя в руки и сделай. Не жди, что он будет уговаривать. Сама подойди и скажи: помоги. Все просто. Или ты сейчас переключаешься и используешь шанс, или останешься в своем болоте навсегда. Выбирай, выбор такой только. Я не буду говорить, выбор очевиден, потому что он для тебя должен быть очевиден, а не для меня. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Сразу напомню, расклады у нас для тех, кто вчера оставил обратную связь в виде комментария под видео. Завтра будут расклады для тех, кто сегодня оставил обратную связь под видео. Что сейчас в твоей жизни происходит? Ну вот честно, давай честно. Ты сейчас бешеная белка в колесе. Только колесо вот это с гвоздями и очень-очень плохое. Вот в тебе сейчас прям прет энергия, ты готова горы свернуть. Но вся вот эта движуха — это просто дым без огня. Ты мечешься между кучей своих идей. Загораешься вот каждой ерундой, каждой фигней. Но дальше криков типа «Я интересную идею придумала». Все, дальше дело не идет. Одни крики, 0 действий. Понимаешь? Это вот есть такие мужики, которые: я в спортзал завтра пойду, я там завтра эту, как ее называется, пробежку сделаю. Но завтра наступает, а он сидит и жрет чипсы на диване.
Вот вокруг тебя уже все сложилось. Возможности, не знаю, почему хочу сравнить, как спелые груши висят. Вот руку только протяни, но ты ж что делаешь? Ты упорно продолжаешь прыгать вокруг да около. Страх вломился прямо в твою жизнь под видом якобы стратегии. То есть ты сейчас придумываешь миллион причин не делать рывок прямо сейчас. Типа там подожду лучшего момента, еще подготовлюсь, и вот тогда я как... Да хер там. Ты уже проиграла три своих начинания, 3 своих стартапа в голове. А по факту ты даже ничего не начала. И знаешь, что самое поганое? Ты это чувствуешь. Где-то глубоко внутри сидит эта мысль, что пора уже перестать проживать жизнь в мечтах и начать ее жить. Но пока что ты просто трясешь своими жезлами перед зеркалом, строй из себя воина, и все. Далее ничего. Какой сюрприз вселенная тебе готовит? Ну, знаешь, тут событие, которое вломится в твою жизнь, как пьяный КамАЗ. То есть ярко, неожиданно, как удар током в задницу. Вот как тебе сказать? Ты сидишь, в носу ковыряешься. И тут или звонок, или сообщение, или встреча. Как сказать? Вот это действие, после которой твоя реальность треснет по швам. Сообщение, понимаешь? Или тебе дадут предложение о работе, от которого с завистью вся твоя подружеская серпентарий взорвется. Или в дверь человек постучится, который просто перевернет твое представление о любви. Понимаешь, то есть тебя выдернут из привычной рутины, типа знаешь как, собирай манатки, нет времени объяснять, начинаем вот это делать. Фишка в том, что это будет не просто «О, как классно!», это будет мне всю жизнь теперь перестраивать. Вот так вот. Не знаю, как по-другому объяснить. И ты даже пикнуть не успеешь. События понесутся, как сивка на бурке катается. Эмоции захлестнут, что ты либо заорешь от восторга, либо сядешь на пол и разрыдаешься. Но это и есть твой шанс. То есть поймать волну или захлебнуться. Выбор такой. Что делать, зная все это? Хватит ныть. Хватит ныть. Сейчас тебе надо не в облаках витать, а впахивать, как папа у Карла. Понимаешь? Забудь ты про это вдохновение жду и прочую херню. Бери лопату и копай. Составь план на бумажке на 3 шага. Первый шаг должен быть самый простой. Второй там посложнее, а третий должен быть адский. И выполняй их так, как будто от этого зависит твоя жизнь. Хочешь сменить работу, резюме отправь. Разошли, возьми, напиши резюме, скачай там какой-нибудь бланк, как его называется? Заготовку, я забыл как-то. Бланк, но заготовку. И разошли в 10 компаний. Просто так возьми и сделай. Послезавтра там договорись о 3 собеседованиях. Никаких этих «ой, я подумаю». Дисциплина должна стать твоей религией. У тебя сейчас ее вообще нет. И когда вселенная швырнет тебе твой сюрприз, а этот сюрприз будет резко, без предупреждения, ты должна быть готова, понимаешь? Не распыляйся, выбери одно направление и дави в него, как сивка давила в бурку. Страшно будет, да,
Захочется сбежать обратно в свою зону комфорта. Ой, еще как. Знаешь, как люди не выдерживают шута, сваливают. Потому что шут самый страшный. Вот у тебя точно так же. Но если ты не сейчас это все сделаешь, то потом будешь лет 100 еще жалеть. Поэтому снимаешь свои розовые очки, вытираешь свои розовые сопли, надеваешь каску и в бой. Потому что время мечтателей, оно прошло. Сейчас же эра делателей вот этих вот, понимаешь? Никак. Вылезай. А мы с вами перейдем к третьему варианту. Троечки. Напомню, что сегодня расклады для тех, кто вчера оставил обратную связь. Я немножко устал, но расклад сделаю достойный. Надеюсь. А завтра расклады будут для тех, кто сегодня оставил обратную связь. Итак, что сейчас в твоей жизни происходит? Ну, знаешь, по картам ты как будто на автопилоте идешь. Внешне, вроде все нормально, даже пытаешься как-то балансировать, а внутри ступор полный. Ты как будто вот ждешь, что само все рассосется. Вот это твоя вечная позиция, как-нибудь. Знаешь, дело в чем? Ты в стенку уперлась и вид делаешь, что этой стенки нету. Видишь проблему, но глаза закрываешь и надеешься, что она испарится. Понимаешь? Ты пытаешься сохранить иллюзию контроля, но на самом деле ты просто замерла вот в этой нерешительности. А тебе выбор надо сделать. Жесткий, неприятный, но честный. А то ты вместо этого вид делаешь, как будто у тебя все хорошо, и продолжаешь тушить конфликты бензин. Понимаешь? Знаешь, что самое плохое? Ты это все знаешь. Ты каждый день вот об этом думаешь. Просто ты не хочешь признаться, что пора снять повязку с глаз и посмотреть, куда ты вообще идешь. Вот просто перестань говорить потом как-нибудь, потом разберусь, потом начну. Ты уже в этом потом живешь. Как я тебе по-другому скажу? Хотела правду, хотела расклад настоящий. А Васька кушает. Васька слушает, да ест. Какой сюрприз вселенная тебе готовит? Неожиданное событие. Знаешь, у тебя шанс будет все перевернуть. Но этот шанс будет выглядеть как полный пипец. Вот слушай, ты узнаешь правду, которую от тебя годами прятали. Вот просто не спрашивай откуда. Старые письма всплывут, кто-то проболтается, сама докопаешься. И вот эта правда, она так бомбанет, что тебе придется драться. Не кулаками, нет. Отстаивать позицию перед всеми, кто вот начнет орать, что ты несешь чушь. Споры, там взгляды грязные. Может, даже попытка тебя заткнуть. Но это не просто конфликт, нет. Это твой билет в новую жизнь будет. Вот этот конфликт – твой билет в новую жизнь. Потому что, знаешь, когда вот этот дым рассеется, ты просто поймешь, что это не хаос. Это шанс снести хлам, который ты годами за собой таскала. Только потом не ной, что «Ой, я не ожидала». Вселенная тебя не гладит по головке, нет. Она тебя под зад пинает, чтобы ты шевелилась. А больше никак. Заговорился уже. Протрактовать по-другому никак. Что тебе делать, зная все это? Хватит ныть и жертвой прикидываться прекрати. Время-то настало ответственность за свою жизнь брать. Тебе придется похоронить что-то важное. Это или работа, или отношения. Больно будет, как зуб без наркоза вырывать, но по-другому никак не получится. Ты уже на дне.
Поэтому дальше только вверх. Поэтому не цепляйся за то, что сгнило давно. И знаешь, еще ты должна будешь стать, как сказать вот мягко, жесткой прагматичной стервой стать должна будешь. Да, именно так. Речь не про то, чтобы всех посылать, нет, а про то, чтобы думать головой начать, а не эмоциями. Перестань раздавать обещания просто так. Хватит тратить деньги на ерунду. И забудь про свое авось. Вот забудь просто. Тебе сейчас нужно строить свою крепость. Кирпичик за кирпичиком. Без спешки, без отмазок, без вот этой ерунды, которую у тебя в голове под названием «Мои фантазии, я в них живу». Знаешь, тебе нужно найти того, кто научит тебя не вестись на всякие разводки. Каждую копеечку считай и уважение требуй. Вот я прям тебя прошу, начни требовать к себе уважения. Не словами, делами. Скучно, да, потому что не твое это, но придется. Зато через год ты не будешь сидеть, как говорится, в говне с пустым кошельком и кучей долгов. Ни эмоциональных, ни финансовых долгов. Хочешь жить? Умей вертеться, правда же? Дед устал, пойду-ка я спать.